Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала. Мне очень приятно, что вы решили меня поддержать. Так, сегодня у меня будет не очень обычное видео. Сегодня я вам хочу рассказать о новой пряже, которую я для себя купила, и из которой, возможно, через какое-то время у меня будут подготовлены видео МК. Сразу хочу сказать, что в этом видео я не буду рекламировать абсолютно никакую пряжу, никакие ссылки не буду давать на интернет-магазины, так как я покупаю пряжу у оптовых поставщиков, которые не работают в розницу. Поэтому я решила просто поделиться с вами своими новинками. Я давно хотела уже заказать именно такую пряжу. Какой-то пряжей я не работала, просто хотела попробовать, что с нее можно выполнить. С какой-то пряжей я уже работала, и так как она мне очень понравилась, я поэтому купила еще эту пряжу. И также я себе заказала, вот у меня наборчик спиц. Это чулочные спицы. Чуть позже я также покажу вам их и расскажу о своих впечатлениях именно об этих спицах. При этом пряжу я покупала упаковками, то есть это по 5 моточков, или вот пряжа Flowers, она идет в упаковке 2 моточка. Итак, первое, что я хотела бы показать, это пряжу Mohair Delicat, достаточно распространенная пряжа, она есть во многих магазинах, вы ее можете приобрести. Я работала уже с этой пряжей, поэтому для меня она в принципе не новинка в какой-то степени. Просто хотела связать какой-нибудь ажурный джемпер. Цвет мне очень понравился, он такой вот даже не персиковый, что-то среднее между розовым и персиковым цветом. При этом пряжа имеет совсем небольшой пушок, у нее в составе идет 5% мохер, 10% у нее идет шерсть и 85% премиум акрил, то есть мягенький акрил. С этой именно пряжей, как я уже сказала, я ранее работала, я выполняла некоторые работы. Постараюсь найти фото, чтобы показать вам, вот, что можно из именно такой вот пряжи выполнить. Как я уже сказала, у меня 5 моточков, этого в принципе достаточно на такое нормальное, хорошее изделие. При этом эта пряжа, я вам забыла сказать, она идет 100-граммовые, такие очень большие массивные моточки, 100 грамм 500 метров, то есть метраж очень хороший. Подходит эта пряжа для вязания и кофточек, джемперов, в том числе шалей. Можно вязать в одну ниточку, можно вязать в 2 ниточки. Следующее, что я хотела бы показать, это пряжа фирмы Alize, называется Натурали. С этой именно пряжей я не работала, но я долго на нее смотрела. Мне она была интересна, эта пряжа. Прежде всего, она мне была интересна тем, что у нее в составе нет мохера, но при этом, если вы обратите внимание, она такая достаточно пушистенькая. То есть вот у нее присутствует вот такой вот ворс. И у нее в составе идет только шерсть с хлопком. То есть вот 60% шерсти, 40% хлопок. То есть мне было очень интересно, как это при таком составе, именно без содержания мохера, такая пряжа, она вот пушистенькая. Покажу вам поближе. То есть у нее присутствует ворс. Как я уже сказала, я не работала с этой пряжей, поэтому не знаю, как она будет себя вести именно в процессе после стирки, в процессе носки. Но мне было интересно ее попробовать. Я так думаю, что какой-нибудь джемпер ажурный должен с нее хорошо смотреться. При этом у нее средняя толщина пряжи на 100 грамм 230 метров. То есть метраж не очень большой. Но нужно не забывать, что, конечно же, такая пряжа, которая вот идет с пушком, как в частности это, ее не надо вязать на очень тонких спицах, потому что изделие будет забитым и не очень красивым. То есть ее нужно вязать на толстеньких спицах. Поэтому я думаю, что расход будет этой пряжи не очень прям большой. У меня ее 5 моточков. Если мало ли вдруг кому-то такой цвет понравился, номер цвета 46.
Итак, следующая пряжа, это тоже пряжа Натурели, так как я люблю голубые все оттенки. Возможно, кто-то обратил внимание по моим МК, у меня много изделий вот именно в голубых и синих цветах. То вот я взяла такую же пряжу, именно оттенок бирюзовый, очень красивый, номер цвета 484. Также взяла 5 моточков. Я так думаю, что с этой упаковочки пряжи тоже что-то можно будет выполнить. Мои первые впечатления, которые я хотела бы сказать вот именно от этой пряжи, потому что пока я не могу других сказать вот никаких впечатлений о ней, так как я с ней не работала, это то, что она все-таки, на мой взгляд, как бы немножечко все-таки жестковато. Не знаю, возможно, после того, как с нее будет выполнено изделие, оно будет постирано, возможно, она станет помягче. Но сейчас вот чисто тактильно, вот если ее смотреть, она все-таки такая не очень мягкая. Но посмотрим. Возможно, все-таки в изделии она будет хорошо смотреться. Хотела попробовать, поэтому попробую. Итак, следующую пряжу, которую я вам хотела показать, это уже пряжа турецкой фирмы Нака. Называется она Вальс. Именно с этой пряжей я работала. Эта пряжа, она выпускается как в однотонном цвете, также у нее идут и батиковые расцветки. Причем батиковые расцветки прям очень и очень красивые. Они все такие красочные, интересные. То есть вот здесь вот тоже переход такой получается. Достаточно интересные тут расцветки. И бирюза там есть немножечко, и розовый, и зеленый. Я думаю, что в изделии эта пряжа будет смотреться очень красиво. Именно с этой пряжей я уже работала. То есть я выполняла шапочку в технике Интерлак. И также вязала подростковый джемпер. Что я могу сказать, почему я ее заказала? Это то, что, во-первых, эта пряжа просто безумно мягкая. То есть она однозначно подойдет всем вязальщицам, у кого, например, очень чувствительная кожа, потому что это стопроцентный премиум акрил, то есть тут нет в составе шерсти, и пряжа действительно очень и очень мягкая, приятная к телу. При этом у нее идет скруточка в виде ровницы, но сразу могу сказать, я, конечно, понимаю, что некоторые вязальщицы любят работать с ровницей, кто-то совсем прям абсолютно не любит с ней работать. Лично мне эта пряжа понравилась. У меня нет никакого предубеждения именно к пряже ровницы, потому что я знаю, что на ровнице очень красиво ложится узор, поэтому я ее в принципе люблю. Именно этот цвет, мало ли вдруг, если кому-то понравился номер цвета 86843, 100 грамм 240 метров. Метраж прям не очень огромный, но в то же самое время производитель рекомендует спицы от 4 до 4,5. Поэтому я так думаю, что расход на изделие будет не очень большой, и из 5 моточков пряжи, то есть это упаковка 5 мотков, должен выйти вполне женский джемпер. Итак, следующую пряжу, которую я вам хочу показать, это пряжа Flowers, турецкой также фирмы. Я так думаю, что очень многие вязальщицы вот с этой пряжей уже работали, так как она такая интересная, распространенная пряжа, летний вариант этой пряжи. Я также с ней работала, у меня уже выполнено несколько изделий из этой пряжи. Я вам покажу их фото. На некоторые работы у меня даже подготовлены бесплатные видео МК, которые вы сможете посмотреть у меня на канале. Что я могу сказать именно об этой пряжи? Как я уже сказала, это летний вариант пряжи, потому что у нее в составе идет 55% хлопок и 45% акрил. Моточки достаточно большие, 250 грамм, 1000 метров, то есть вот указано. Значит, одного такого моточка вполне хватает на выполнение, например, бактуса или кофточки до 46 размера без рукавов, обязательно без рукавов. Если вы, например, хотите выполнить изделие с рукавами, как у меня есть, например, красная и синяя кофточка, то на эти варианты кофточек я уже брала по 2 моточка, потому что нужно не забывать, что второй моток, он идет именно на подгонку рукавов. И также этих 2 моточка вам понадобится, если, например, вам нужно выполнить кофточку на больший размер, чем 46. Итак, это именно пряжа, она у меня идет без люрекса, потому что напоминаю, что есть еще пряжа Flowers с люрексом.
В упаковке ее идет 2 моточка этой пряжи. Пряжа очень мягкая, приятная. Что мне в ней нравится, это то, что она замечательно подходит как для вязания спицами, так и для вязания крючком, потому что я выполняла именно и спицами из такой пряжи кофточку, и также крючком вязала, то есть она одинаково хороша. При этом она очень приятная, эта пряжа, к телу тактильно, то есть она не колется, очень так замечательно подойдет для людей с чувствительной кожей. Ну, еще плюс, конечно, очень большой, я считаю, в этой пряже, это ее расцветочки. То есть все расцветки очень красивые, яркие, сочные. И действительно очень интересно работать с пряжей вот с такими переходами, когда ты наблюдаешь, вот как у тебя один за другим цветом меняется. И я бы так даже сказала, что менее нудно работать, особенно если ты вяжешь крючком, например, вот с такой пряжей, именно за счет того, что меняются расцветки. Так, с этой пряжей я также планирую связать какую-нибудь летнюю кофточку. Итак, следующее, что я хотела показать вам, это у меня набор спиц. Это у меня, как я уже сказала заранее, чулочные спицы фирмы Knit Pro, называются Zinc. При этом я не могу сказать, что у меня там, например, не было чулочных спиц. У меня их, конечно, очень много, так как я уже давно вяжу. Но я сталкивалась с такой же ровно проблемой, как, я думаю, присутствует у огромного количества вязальщиц. Это отсутствие маркировки на спицах. То есть все спицы практически они одинаковые, на них не стоят номера, и приходится при этом подыскивать именно спицы одного размера, плюс еще так ориентировочно узнавать, какого они номера. Поэтому для того, чтобы вам, в частности, даже в видео МК давать более точную информацию, какими спицами я пользуюсь, я решила взять вот себе именно такой вот наборчик спиц. Итак, упакован этот набор спиц в пластиковом пакете. При этом внутри такой добротный чехол. Сейчас я его достану. Чехольчик, я так думаю, что он выполнен из стопроцентного хлопка. Очень такой вот мягенький, приятный, именно тактильно. Сбоку находится молния, тоже выполнена, могу сказать, что хорошо так, не ширпотребно. И вот внутри, когда мы открываем, вот такой вот набор спиц. Значит, всего в этом наборе получается 6 наборов спиц, начиная от 2,5, то есть 2,5, 3. Это у нас 3,5, 4, 4,5 и 5. То есть самые-самые толстые спицы это у меня 5. При этом, если вы обратите внимание, значит, присутствует маркировка на каждой спице, вот буквально каждой спице. Мало того, что это спицы, они определенного цвета на один номер, то есть вот красненькие, зелененькие. Плюс еще присутствует маркировка. При этом, как я часто ранее слышала, что у многих вязальщиц, например, стирается вот эта вот маркировочка в процессе пользования. Я могу сказать, что я пользуюсь именно такими спицами. Возможно, их кто-то даже видел в моих МК, но единственное, что у меня эти спицы, они круговые. Так вот, сколько я пользуюсь этими спицами, лично у меня ни на одной спице маркировка это не стерлась. То есть маркировка выполнена хорошо и качественно. Спицы достаточно гладкие, но, конечно же, нужно учитывать, что когда ими повяжешь, они становятся еще более гладенькие. В целом я довольна именно была теми спицами, которые у меня круговые. И один из плюсов вот именно вот этой вот серии спиц, это то, что не очень острая заточка. Потому что у меня еще были спицы другие немножечко вот именно этой фирмы, они чисто шли металлические. Так вот, там вот именно заточка была прям вот очень-очень острая. И я так думаю, что очень многие вязальщицы сталкиваются с такой проблемой. Это когда спицы ранят пальцы. То есть приходится эти пальцы заклеивать при длительной работе. Так вот, работая именно вот с этими спицами, в частности круговыми, которые у меня были ранее куплены, я с такой проблемой не сталкивалась. Потому что здесь, вот если вы обратите внимание, заточка, она хорошая, она удобная, но в то же самое время она не очень острая. И пальцы эти спицы, они не ранят, что я считаю немаловажно.
То есть вот такие вот спицы, это более толстые. Я уже попробовала вязать на спицах номер 2,5. Они мне также очень даже понравились, поэтому я так думаю, что я останусь довольна этим набором. Я так думаю, что вы эти спицы будете видеть в моих будущих видео МК. И длина этих спиц, забыла вам сказать, 20 сантиметров. То есть спицы прям не очень такие длинные, но этого в принципе достаточно, вот такой вот длины спиц. Ну а в целом наборчик очень, конечно, интересный, красивый, красочный за счет того, что разного оттенка идут спицы. Опять же, все они лежат в одном месте. Я так думаю, что уже теряться они так, эти спицы, не будут, так как здесь все на замочке и ничего не должно потеряться. Итак, это основные мои новинки, которые я вам хотела показать, о которых я хотела рассказать. Да, пряжи у меня не очень много. В этот раз я себе заказала, ну это, наверное, потому что и так уже этой пряжи везде достаточно, во-первых, ну и во-вторых, потому что пряжу мне никто не предоставляет, никакие магазины, я эту пряжу покупаю самостоятельно, поэтому, как я уже и сказала в начале этого видео, что никаких ссылок ни на какие магазины я оставлять в описании к данному видео не буду, и в том числе также не буду давать эти ссылки на ваши сообщения, если мало ли вдруг кто-то будет писать, потому что, как я уже сказала, магазины, в которых я покупаю, они все оптовые. Итак, я очень надеюсь, что мой такой небольшой видеообзор был для вас интересным. Возможно, даже для кого-то он был полезным, этот видеообзор. Кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, делимся данным видео со своими друзьями. Вдруг у вас кто-то также любит и умеет заниматься рукоделием. Подписываемся на мой канал, если вдруг кто-то еще не подписан. Нажимаем на серый колокольчик вверху экрана, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео МК. Ну и также досматриваем видео до конца, так как в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересна и полезна. Итак, до новых встреч!